Друзья, всем добрый день. Э, Вы сейчас находитесь на канале Натальи Кондратьевой, нашего психолога. И сегодня мы будем обсуждать очень интересную тему. Это обида на родителей и как с этой обидой работать. И вообще для чего с ней работать, для чего это нужно. Вот. Наталья, первый вопрос. Ну, почему вообще мы решили эту тему рассмотреть, да, обида на родителей? Мгм. И почему это, ну, и почему вообще важно с этой проблемой работать? Как с обидой. Мгм. Слушай, важно, потому что это такая очень, на самом деле, очень фундаментальная штука. Как ее как не рассматривают. Потому что это такая. Но иногда можно говорить о том, что если мы говорим о том, о чем мы с тобой уже ранее говорили на канале, что Мгм. это прям вот, ну, о том, что иногда люди, их прям видно, что как они, как знаешь, окружены какими-то странными деструктивными программами. Так вот, обида на родителей — это самая плотная штука, самый плотный какой-то кокон, который их окружает. Вот он прямо ощущается как самый плотный, такой, знаешь, самый менее всего на самом деле способствует тому, чтобы человек как-то взаимодействовал с самой, ну вот самой с этой созидательной силой жизни, как, ну, как-то, вот как модно говорят эзотерики, там, умел попасть в поток. Можно, конечно, можно совсем с этим, можно и не углубляться в эзотерику, можно мирно, спокойно жить со всем этим, со всем этим наследством. Просто это вот такая штука, когда вот человек, я думаю, ты замечал, что некоторые люди это не делают, что-то делают, вот пытаются что-то, а у них не получается. Или, например, надо приложить массу усилий, чтобы что-то случилось. Или там вот, ну, они как-то что-то стараются, и вот стараются, но не получается, потому что как бы вот это вот такая фундаментальная штука, она фактически отрывает их от жизни. Ну, это физически так выглядит иногда. А если не вдаваться в эзотерику, это действительно тоже очень такая тяжелая история, потому что фундаментально у человека всегда есть запрос от родителей, прямо архетипический, на заботу и защиту. Ну, вот он где-то там, знаешь, рождается, и где-то вот это уже Мгм. на подкорке прошито, вот это, что вот эти вот товарищи, они должны меня заботиться, защищать, а тут вот такое безобразие. И я хочу рассмотреть 2 аспекта, слушай. Вот один классический, о том, что мы как бы, и о нем мы сейчас не будем говорить, о том, что важно самостоятельно проработать вот эту обиду внутреннего ребенка, как-то поговорить с этим маленьким внутренним ребенком, который застрял, дать ему ресурс уже из собственного взрослого состояния. Уже мы не сидим и не ждем, когда мама придет, а объясняем как-то сам внутри самому себе, этому маленькому ребенку, что мама не придет. И человек как бы самостоятельно становится вот этим ресурсом, вот этим родителем для этого ребенка. Ой, для самого себя, для этого Мгм. маленького ребенка, который застрял. Но вот эта часть, как бы, она очень такая объемная, классическая, она имеет место быть и действительно очень важная. Мы ее просто здесь трогать не будем. Можно снять, Мгм. можно снять отдельно про нее видео, но в принципе, если есть желание, я думаю, что много подобных видео в интернете про работу с внутренним ребенком, со всеми этими обидами, с тем, как все это высказать родителям. Я хочу поговорить про другое, знаешь, про то, что мы даем родителю и себе абсолютно равные права в этой истории. Мгм. Что мы вот в какой-то хаос не сваливаемся, что типа вот какое-то безобразие, вот у кого-то почему-то такие прекрасные родители, а у меня вот такие, почему, как же так случилось и что это такое. Нет, какой-то, знаешь, ну, процесс какой-то совершенно лишенный логики. Я хочу выдвинуть, что на самом деле этот процесс, он никогда не лишен логики абсолютно. И если мы сейчас немножко рассмотрим шире, то мы можем вернуть как себе право, ну, понимание, что мы на самом деле как-то участвовали, непонятно как, но как-то участвовали в этом процессе. Мы не просто жертвы обстоятельств, что так все сложилось. Так и родителям мы можем, нужно вернуть право, что он как бы обычный человек, у него есть право на ошибки, он может как бы, не знаю, там, осознанно и неосознанно относиться к родительству. И вообще мало кто у нас относится осознанно к родительству.
Мгм. Собственно, вот выстраивание вот такого внутреннего внутри диалога между собой и родителем, ну, такого равноправного диалога, вот этому я бы и хотела посвятить эфир. Мгм. Спасибо за ответ. Ну, я думаю, что пока все равно всем, ну, вот, я думаю, тем зрителям, которые будут смотреть эфир, не всегда будет понятно вот все таки что это значит, это понятие равнозначный диалог с внутренним родителем. Ну, такое сложное понятие. Слушай, ну мы просто признаем за родителем право, что он тоже человек, что мы не наделяем его, ну, поскольку мы уже взрослые, мы, ну, из взрослой позиции, мы не наделяем его М, какими-то сверхкачествами, которыми он должен нас любить, и вот он должен быть прекрасен, м, и желательно, чтобы вот это и вот это по списку. Мы просто внутри говорим себе, что родитель это такой же человек. Он на самом деле может нас любить, а может нас не любить. Вообще родитель не обязан нас любить. Когда ты приходишь к этой мысли, вроде как бы ошеломляющей, но очень простой, что любовь родителя– это как бы не аксиома. Родитель может м, тебя любить, а может не любить. То есть ты отдаешь ему право не любить себя. Становится, мгм. конечно, сначала непривычно, а потом становится легче. Да, ну, по сути, у каждого человека есть право на любовь к кому-либо, так ведь? Да, Также и и, собственно, именно не родители. любовь. Что, собственно, Ну, это, понимаешь? очень Мгм. сложно принять эту вещь. То есть, Ну, слушай, когда бывает. Это какие-то такие дружеские отношения или там, ну, на одном уровне отношений, когда идут достаточно просто, а когда ну, есть родитель, это уже как бы более такой глубинная вещь. Мне кажется, это очень сложно. ну да, именно это, ты знаешь, это вот прям как-то на энергетическом уровне иногда прям видно, это да, прям ощущается, это дает какое-то движение энергии между тобой и родителем. Мгм. Вот. И на самом деле, когда ты даешь это право ему не любить себя, он фактически может и полюбить на самом деле, потому что ты даешь ему свободу выбора. Мгм. Это вот как-то, ну, я и, собственно, и на собственном опыте это прожила, и на опыте некоторых клиентов. Это вот потрясающие такие, знаешь, трансформации, когда ты внутри как-то вот соглашаешься с этой мыслью, что ты даешь родителю право себя не любить. Ну, так сложилось, как бы, Мгм. ну, родитель человек, и это потрясающе. Родитель, знаешь, раз за 40 лет вдруг начинает интересоваться твоей жизнью. Как будто действительно, пока ты не дал это ему право, вот ваше как бы ментальное поле между вами, оно просто застывает, поскольку у него нет, оно не двигается. Ты стоишь как бы напротив него с требованием, лишаешь его права выбора, и он, естественно, чувствует себя как-то некомфортно, он даже еще не понимает, почему. Ему, мне кажется, инстинктивное желание просто сбежать от диалога с тобой. Ну да, Поэтому да. вот. Это, конечно, такая большая мысль, но вот когда она случается, становится гораздо легче. Ну, это как просто когда к те вообще человеку как принуждают к чему-то, он же это чувствует, и он от этого бежит. Собственно, да, собственно, и вторая история. Ты на самом деле, ну, если ты как человек, в смысле, как ребенок, ну, сам по себе, ты можешь и не прощать вот это вот, знаешь, вот обязаловка простить родителя, она на самом деле вгоняет тебя в такие же рамки. Ты можешь быть свободен, ты можешь себе дать право, и ты можешь себе дать право на эту обиду. На самом деле, когда ты себе на нее дашь право, ну, как ты ее примешь, ты будешь гораздо легче к ней относиться, и, возможно, у тебя, когда появится тот самый выбор, ты, ты захочешь от нее избавиться. Мгм. Понятно. Так, и, ну, я думаю, что, может быть, ты расскажешь все таки на каком-то примере, чтобы было более понятно. Слушай, ну, прежде чем про пример, ну, я могу, конечно, личный пример привести, прям вот прям я его прожила, я его прочувствовала. Я сначала его прожила, прочувствовала, потом я это увидела, как это прям в других людях тоже работает. У меня были весьма такие, знаешь, эмоционально странные всегда отношения с папой. Ну, поскольку, ну, у нас там с тобой все видео на канале записаны, я думаю, что, Мгм. не секрет. И я думаю, что, ну, хотя, кстати, я к этой мысли долго приходила, что, наверное, ну, как-то папа у нас с ним были эмоционально холодные отношения, потому что он всегда присутствовал именно материально.
Ну, он как-то так, знаешь, все время отстраненно присутствовал. Даже Мгм. когда мы все втроем гуляли по улице, он такой: "Девчонки, вы как-то там отдельно, а я тут отдельно". Он такой, знаешь, впереди шел, типа: "Я не с вами". И он всё время как-то дистанцировался. Я знаю, ну, когда я стала поднимать, я стала, ну, подрастать, я стала понимать, что, наверно, что-то не то, и как-то вообще, ну, как-то вообще-то не обидно, мне обалдеть как обидно. А, это даже я не знаю, как об этом сказать, ну, в то время. Только потом, знаешь, я поняла, что, наверно, когда человеку было там 20 с небольшим, он всё-таки не мечтал о ребенке там, тем более о ребенке с достаточно выраженными проблемами со здоровьем. Ну, просто Мгм. мы на самом деле никто не мечтает вот так вот, чтобы раз и вот Мгм. так оказаться в такой какой-то картине. И это на самом деле у нас с ним всегда было такое какое-то достаточно тихое раздражение между собой. Мне кажется, он просто раздражал меня своим видом. Я такая при этом, ну, в подростковом возрасте ругались, прям очень даже ругались, Мгм. а в неподростковом как-то мирно разъехались и вообще практически не общались, ну, только через маму. Потому что мне всегда было обидно, как бы, ну, мне всегда казалось, ну, что если я твой ребенок, но если уж так сложилось, как бы, почему ты вот, ну, так себя как-то эмоционально отстраненно ведешь себя? Вот. Пока однажды мне не пришла вот эта вот самая большая какая-то мысль, во-первых, я вдруг его поняла, я вдруг его увидела, что, наверное, человек действительно в 20 с небольшим не мечтает о больном ребенке, но ему нужно как-то время, я не знаю, там, время собраться с мыслями, вообще как-то понять, что происходит. И, может быть, достаточно большой кусок времени. А во-вторых, у него есть право, как у любого человека. Ну, просто как у человека, у него есть право не любить меня. И это было потрясающе. Я, знаете, пришла к этой мысли, приехала приехала домой, я, по-моему, маме позвонила, и мы как-то с ней разговариваем. Она говорит: "Папа тут так интересуется, как у тебя дела". Он так с я чуть не это, я помню, я стояла, я думаю, я сейчас сяду. Я просто сяду. И вот, ну, знаешь, как-то вот именно эмоционально отношения, они стали очень теплыми. Очень такими какими-то, ну, просто, ну, не феерически теплыми, конечно, если они 40 лет до этого почти такими не были, то сложно ожидать. Но вот как-то я помню, я ехала в такси, мне так захотелось позвонить папе и сказать, что я его люблю. Правда, в такси я не позвонила, но я все как-то тут вот, я просто поймала этот момент, что мне прям вот как-то очень захотелось. Вот. И сейчас, когда мама звонит все время, говорит, что папа интересуется, папа ждет, когда ты в гости приедешь, что, ну, что тут. Это было так удивительно. Вот. А я на собственных клиентах такую, такой метаморфоз наблюдала. Но здесь я еще хочу сказать важно, что, знаешь, некоторым такое ощущение, как будто некоторым нравится страдать. Вот они привыкли, Мгм. понимаешь, им сложно, как бы, им настолько эта вот мысль кажется не она настолько им чужда, и настолько им вот они, не хотят проститься с той мыслью, что они маленькие, бедные и несчастные, что многим действительно очень удобно, очень привычно, очень понятно вот собственные страдания, и они их не хотят с ним проститься. Ну, это да. Многие люди так. А, ну, просто привычная модель поведения, еще же ломать привычную модель поведения очень сложно. Ну да, на это нужны ресурсы. На это нужны ресурсы, и, Мгм. возможно, во многих случаях, как раз именно сопровождение, специалиста рядом. Вот. А вторая такая, знаешь, ну вот именно такая большая тема, ну, большая, небольшая тема, но что-то очень такое важное, что бы мне хотелось сказать. В тему, кстати, последнего видео о том, что если мы рассматриваем себя как некую информационную историю, которая больше, чем мы сегодняшние, мы вот только вот мы маленькие, то вот выбор, процесс появления нас в той или иной семье, он очень логичен. Именно, именно если мы рассматриваем себя, ну, как не конкретный кусочек пазла, а как целую картину, М. которая состоит из нескольких пазлов, у которой уже есть к моменту появления, может, не будем вдаваться в какие-то глубокие, знаешь, там, слои, пласты и все остальное, но к моменту появления тебя в этой жизни, у тебя уже есть какая-то своя информационная история, которая откладывает на самом деле отпечаток на все, что с тобой происходит. Ну, особенно, что касается вопросов твоей родительской семьи. На самом деле, когда я это увидела, было очень забавно. Какой-то это даже
немножко такие, я бы сказала, не клиентские, но немножко такие личные истории, связанные со знакомыми, знакомыми, знакомыми. Такие вот, потому что я помню, пришла в компанию, и ну, она такая, немножко так, знаешь, уже все так выпили, расслабились, и когда у людей иногда вылазят какие-то, вдруг там у кого-то, я не помню даже какой, но он так, что-то из него полезло какие-то вот детские травмы, а действительно он в детстве был подвержен что-то там такое совершенно, знаешь, прям вот вопрос какого-то насилия физического. Вот, видимо, он так расслабился, ему было так хорошо, что он как-то вот, и я увидела, что на самом деле его информационная история такова, что он сам неоднократно был жесток с собственными детьми. И он очень, поскольку вот этот опыт с ним в детстве случился, он на самом деле очень, ну, понятно, как логически понятно, он не может найти этому причину, понимание, понимаешь, он завалился в эту историю, почему это с ним случилось, и у него совершенно нет ресурсов, как бы с этим справиться. Потому что он как бы, ну, естественно, и вот как только он расслабляется, собственно, вся эта история вылазит. Я к тому, что если мы посмотрим, мы сейчас с тобой небольшую маленькую практику приведем, если мы посмотрим на себя чуть шире, именно вот на некий информационный конгломерат, мы всегда поймем, зачем, почему и для чего у нас именно эти родители, которые у нас есть, и это вообще абсолютно не хаотичный процесс, он имеет какие-то абсолютно логические объяснения. Понятно. Но иногда, знаешь, иногда это просто психологически помогает, потому что в этом есть тоже, знаешь, какая-то, неважно, можно что-то видеть и понимать, или не понимать. В этом есть простая психологическая фишка, что когда ты не чувствуешь себя исключительно жертвой обстоятельств, а ты чувствуешь, что ты как-то, не знаю, ну, хоть каким-то боком участвовал в этом выборе или вот в этом процессе, тебе становится легче. Тебе просто физически становится легче. Ты понимаешь, что ты хоть как-то контролируешь собственную жизнь, и это возвращает тебе ну, желание жить, собственно. Понятно. Спасибо за подробный ответ. А, так, ну тема такая достаточно узкая, да. Я думаю, что, в принципе, наверное, из такой, с точки зрения контекста, наверное, уже более-менее все понятно, и мы можем перейти, наверное, к практике, да, и Мгм. попробовать. Да, давай. Секунду, уже что-то шумно Давай. немножко у меня. Сейчас. Ой. Что за пропал? Ой. О, там у нас... Я сейчас жил у родителей, и вечерний полив там начался. Слушай, ну это, кстати, прекрасно. Что ты живешь у родителей. Я потом из тебя возьму обратную связь. Ага. Вот. А мы сейчас с тобой просто, ну, как всегда, естественно, немножко такую диагностическую часть проведем. Мгм. Вот. А я хочу, чтобы ты расслабился, Мгм. вот, глубоко вздохнул. И представь, что ты стоишь в комнате, а, за дверью которой, ну, в комнате есть двери, двери, двери. Мгм. И ты зайдешь в одну из этих дверей, и там будет тебе понятно, ну, то есть все, что находится за этой дверью, оно содержит всю твою информационную историю, не только сегодняшнюю, а вообще всю. Неважно, какая она, неважно, что там вообще. Я хочу, чтобы ты туда зашел, Мгм. вот, и попробовал послушать ответы о том, что ты знаешь, зачем тебе те родители, которые у тебя есть. Или ты чувствуешь, что ты как-то, ну, вот как-то, знаешь, это не хаотичный процесс, а это как минимум просто логичный процесс, какой-то важный логичный процесс, где ты понимаешь, ну, может быть, не конкретно смысл, но какой-то глубинный смысл этого процесса ты, в принципе, понимаешь.
Ну, что-то как-то пока не могу понять. М, Мгм. Хорошо. Ну, видишь, родители, в общем, а давай как-то можем их разделить на маму и папу. Можем оставить того, с кем, Да, например, у давай. тебя более напряженные отношения. Ну, например, ну, какие-то такие отношения, которые, может быть, тебя не устраивают в чем-либо. Ты там кого? Папу оставил? Маму? Папу? Кого? Папу поставил. Папу. Хорошо. Верни себе возможность чувствовать, понимать своему телу, чувствовать и понимать все, что происходит. Возможно, даже чуть больше, чем собствен собственному телу. Верни себе ощущение, что ты можешь, понять все, что происходит. Спроси себя, зачем тебе, ну, как так случилось, что этот человек стал твоим отцом? Ты знаешь, как так? Зачем это случилось? Почему это Ну, у тебя случилось? приходит ответ "да", но не могу понять, зачем пока. Вот. Ну, вы приходите, если какой-то приходит, это уж прекрасно. Нет, я к тому, что ты чувствуешь, что это не хаотичный процесс, что ты был как-то Да, не да, нет, хаотичен, это я точно чувствую, да. что ты как-то был причастен Мгм. я не знаю, там, к появлению себя вот именно в этой семье, вот, ну, вот именно у этого человека. Что это не просто, знаешь, такая-то вероятность, что это что-то для тебя Ну да, важное. да, Вот, это я видишь? точно чувствую, да, что это 100% не хаотично. Вот видишь. Ну, собственно, вот это вот это важно. А что, зачем, почему, возможно, это, знаешь, уже немножко такая более глубокая работа. Мы сейчас не можем это диагностически с вами там, типа, сразу. Ну да, что-то приходит, но, знаешь, оно как бы еще полностью как бы будто бы не раскрывается. Так, частями. Вот. И, собственно, вот понимаешь, ты как бы просто возвращаешь себе немножко контроль даже над этой Мгм. ситуацией. Неважно, как она выглядит на самом деле, там, эзотерически, не эзотерически, классически, не классически, как угодно. Мы просто возвращаем себе контроль. Мы понимаем, что мы как-то каким-то образом участвовали даже вот в этом процессе. Мгм. Ну, это как бы первоначальный этап, да, по сути, вот выстраивания вот этого диалога однозначного, да? Да, да, да. И вот мы как бы должны поставить себя по ощущениям вот, на один уровень с родителем. С папой или с мамой, именно с тем родителем, с которым тебя, ну, как-то беспокоят отношения. По Мгм. ощущениям, например, ты можешь ну, мы можем сейчас с тобой тоже немножко так привести практику, просто Мгм. чисто поощущать. Ощущаешь ты себя на одном уровне с папой, например, потому что ты уже взрослый человек, Мгм. в состоянии выстроить с ним диалог или нет? Мгм. Давай. Попробуем. Давай, закрывай глаза. Мгм. Вот, дыши. Представь папу. Вот, ты его Мгм. представляешь, ты чувствуешь, что вот он ближе, дальше, выше, меньше? Как он по отношению к тебе? Ну, он больше такой, больше. Больше, больше. А Мгм. насколько больше? Ну, знаешь, как будто как это, то больше, то не больше, то больше, то не больше. Это Мгм. А в скажи, а разные можешь моменты. ты когда-нибудь там подписывал договора? Ну, не знаю, чисто классический просто Мгм. какой-нибудь Да, договор. Можешь ты да, представить, подписывал. что ты, находишься с папой за одним столом переговоров и абсолютно равноправно, как равноправные партнеры, там что-то обсуждаешь или подписываешь какой-то договор? Ну, мне все время кажется, что он пытается навязать свои условия. Вот видишь? Ну, в принципе, значит, тебе есть к чему стремиться. Вот. Потом мы, конечно, можем выяснить причины этого всего и что с Мгм. этим делать. Вот. Но фактически, факт то, что вы с ним хотя бы можете оказаться за одним столом, это, знаешь, уже хорошо. Потому что некоторые не могут даже Ну да, рядом с ним. здесь же как бы еще предыдущая моя история, это же если бы я, может быть, мы с тобой это начали с базового этапа, с нулевого, то я бы даже не сел, наверное, на стул. А сейчас все-таки у меня история, как бы я с этим работал, так или иначе.
Мгм. И мне уже как-то гораздо проще. То есть изначально было совсем сложно. То есть я вот помню, ходил как-то давно, лет 7, наверное, назад на расстановки, вот, метод расстановок, и там мне вообще отец казался каким-то таким огромным, Ну, и я видите, забившимся в угол. вот, то есть он приобретает какие-то вполне осязаемые, там, Да. логичные черты. Ну, вот, собственно, это такая история о том, что мы на самом деле отдаем родителю право нас не любить и можем встречно взять право не прощать его. На самом деле, действительно, мы можем, вроде, казалось бы, у нас тема с тобой, эфир называется про прощение и что с этим делать. Так вот, один из вариантов, как бы взять себе право не прощать. Мгм. Вот, потому что, ровно тогда, когда вы как бы успокоитесь на вот эту, знаешь, не будете себя терзать на эту тему, Мгм. ровно тогда у вас, может быть, и появятся ресурсы простить. Ну, понятно, понятно. Ну, это же все получается, у нас вся та же история вот про принятие, прощение, да? То есть, всё с этим мы работаем. Ну да, потому что, как бы, собственно, чего человек хочет? Он хочет как-то очень, знаешь, максимально созидательно, продуктивно устроиться в этом мире, но при этом прикладывать меньше усилий, просто потому что это физиология. Мозг достаточно ленивый, он хочет минимальными усилиями получить результат. Вот, и чтобы минимальными усилиями получить результат, нужно, знаешь, нужно уметь сотрудничать вот с этой энергией в пространстве, или, собственно, вообще с пространством вокруг. А все вот эти вот тяжелые какие-то внешние истории в виде обид, страхов, они фактически как бы отрезают человека от возможности сотрудничества с этой энергией. Мгм. Ну, я-то с тобой согласен, да. Главное, чтобы зрителю нашему тоже было понятно, ну, вот вся эта история нашей работы, ну, твоей работы, да, с человеком и с его вот этими блоками, да. По сути, это Мгм. все же блоки, да, на том или ином уровне, которые находятся. Вот это, это ментальные программы, ну, какие-то, собственно, нейронные связи, которые уже сформировались, которые на самом деле, ну, благодаря которым человек поступает именно так или иначе. И чаще всего, если это такие давнишние истории, он уже даже не задумывается о том, почему поступает именно так или не иначе. Мгм. Понятно. Ну и еще, Ну, понимаешь, это прямо вот в этом случае это фактически максимально энергозатратная история, потому что человек как будто живет вокруг этой всю свою жизнь, может выстраивать осознанно или неосознанно вокруг этой нелюбви или вокруг этой обиды, все время желание, вот знаешь, это доказать, чтобы меня полюбили, чтобы мама полюбила или чтобы она наконец-то обратила на меня внимание. Ну, если мама за 30, 20, 30, 40 лет не обратила внимания, то вряд ли она вообще на самом деле обратит внимание. Но вот это вот бессознательная, понимаешь, история, вот, когда человек выстраивает собственную жизнь вокруг нелюбви к родителям или с родителями, она на самом деле очень энергозатратна. да, я И вот хотел, хотел кстати, как раз вопрос задать. Вообще вот и с точки зрения энергозатратности как раз вот эти все, истории, ну, сейчас мы сегодня говорим про обиду, но есть же и другие там истории, да, другие чувства негативные, ну, как не негативные, ну, негативные, можно же их назвать негативными ну да, чувствами. да, но Да. другие немножко, у них немножко другая будет динамика, хотя принцип будет примерно тот же самый, что они просто Ну, то есть тебя они требуют очень много энергии, да? да, они тебя фактически блокируют, понимаешь, от, от возможностей, которые ты можешь взять вовне. Ну, то есть ты свой потенциал, по сути, тратишь вот на Ну да, перемалывание вот этих историй. вот какой-то такой, знаешь, у них иногда такой внутренний диалог, который проскальзывает, ты как бы вот, ну, когда там первая или вторая там сессия диагностическая, я вот сейчас это сделаю, и мама наконец-то поймет, она меня наконец-то полюбит, а мальчику уже там 30 лет, далеко за 30, понимаешь, и вот этот его внутренний диалог с мамой, даже если он 5 лет не общался с живой мамой, он же продолжается, и Мгм. он съедает огромное Мгм. количество.
И вообще эти истории цикличны, как я понимаю, да? То есть, ну, если мы говорим про жизнь, как интервал какой-то времени, да, то они истории цикличные, они повторяются, повторяются, Ну, повторяются, они, пока ты. да, они стараются, знаешь, они пытаются его, видимо, вывести на то, чтобы он отказался от этой идеи, ну, вот как-то. Или как-то он нашел, вот, как эти товарищи, которые любят гештальт, чтобы гештальт наконец-то закрылся. Он все время будет повторяться, повторяться, пока не закроется. Пока не, вот это вот напряжение в психике, пока не найдется разрешение, оно будет повторяться, знаешь. Фактически отношения с мамой могут только ухудшаться. Если опять же он стоит напротив нее и говорит: "Полюби меня и сделай, как я вот, ну, я хочешь так сделай, хочешь сяк сделай, но только полюби меня". Ну, фактически он занимается эмоциональным насилием, потому что он встал напротив мамы и требует от нее только одного поведения. Ну, то есть, я правильно понимаю, что вот это вот эти установки, которые в информационном поле человека есть, они притягивают опять эти ситуации по новой каждый раз. Ну да, потому что это чистая физиология, понимаешь? Вот это вот внутреннее напряжение, которое его съедает, Мгм. его надо куда-то сбросить. Оно фактически сбрасывается куда угодно. Знаешь, на ближайшего, не знаю, там, ближайшего соседа, Мгм. продавщицу в супермаркете, кого угодно. А продавщицу в супермаркете 100%, если она в чем-то напоминает маму. Мгм. А в чем же виновата тогда продавщица? В Но чем ее? она ничем не виновата, она вот триггером этого процесса, понимаете? Нет, я имею в виду, ну, с точки зрения, например, пространства. Значит, у нее такие же, ну, какие-то схожие Понятно. паттерны. Она участвовала в таких же схожих паттернах, да? Ну, они как-то, видимо, нашли друг друга, скорее всего. Мгм. Да, забавно. Ну, вот как-то так. Ну, я думаю, что мы, в принципе, достаточно подробно пробежались по теме Айпида, да? Мгм. Да. А, Мгм. Так что, Я друзья, если думаю, у вас, кто будет смотреть эфир или в записи, или сейчас смотрит эфир, пишите свои вопросы, либо в чате, вот он открыт в Ютубе, либо пишите в Телеграм-канале, ссылка на него есть в самом YouTube, ну, на YouTube-канале, ссылка на Телеграм, да, и задавайте вопросы, и Наталья с удовольствием, конечно же, на них ответит. мгм. И всем спасибо, подписывайтесь на канал, спасибо за Пока-пока. внимание, и всем пока-пока.